Анна Ильинична Ульянова-Елизарова. Продолжение биографии. Это была не первая ее заграничная поездка. По поручению Ленина она уже побывала за рубежом летом 1897 года. Познакомилась с членами группы освобождения труда. Привезла им привет от Владимира Ильича. Ей запомнилось, с каким интересом они о нем расспрашивали. Просили передать ему, что никто в России не пишет так хорошо для рабочих, как он. Об этой встрече Анна Ильинична написала Владимиру Ильичу, разумеется, химии, как и все подобные письма. Он ответил тем же способом, что одобрительный отзыв стариков, то есть Плеханова и Аксельрода, для него ценнее всего, что он мог бы себе представить. Все письма Владимира Ильича того времени проникнуты глубоким уважением, которое питал он к основателям группы освобождения труда. Еще в 1895 году, вернувшись из-за границы, Владимир Ильич много рассказывал о них Анне Ильиничне и советовал съездить за границу познакомиться с ними. Анна Ильинична уезжала от стариков в самом радужном настроении. Тем неожиданнее был для нее конфликт, который произошел почти на ее глазах между Плехановым и Лениным 3 года спустя. Для нее, как и для Владимира Ильича, это был первый такой конфликт в их политической жизни, и он оставил после себя глубокую, долго не заживавшую душевную рану. Мы знаем об этом драматическом столкновении по письму Ленина, как чуть не потухла искра. Прошло почти полвека, и события далекого прошлого опять воскресли перед Анной Ильиничной. Она рассказала о них в обширной статье, посвященной письму Ленина. Это его запись по свежей памяти через неделю после происшедшего первого раскола с Плехановым, первого резкого разочарования в нем, пережитого очень глубоко Владимиром Ильичем. Это разочарование не только в корне изменило отношение Владимира Ильича к признанному вождю и учителю, но явилось переломным в жизни Владимира Ильича. Много бурь было в жизни Владимира Ильича. Это первая буря — разногласий между близкими сторонниками и соратниками была одной из наиболее глубоких на поверхности. Она не отразилась, на ней царил мертвый штиль. Никому, кроме самых близких лиц, решено было не говорить об этой встряске. Но как в море, при кажущемся затишье, качка бывает особенно сильная. Так же сильна была эта встряска в душе Владимира Ильича. Как некогда это было с братом Александром, Анна Ильинична любящим взором наблюдает за каждым душевным движением Владимира Ильича, старается проникнуть в глубине его внутреннего мира. Примерно тогда же, когда в руки Анны Ильиничны попало письмо Ленина, она познакомилась и с первыми опубликованными материалами дискуссии о программе партии, происходившей накануне второго съезда. В то время, в 1903 году, Анна Ильинична жила в России. Искровская группа, ревностно охранявшая перед всеми иными группировками в течениями партии видимость своего единства, тщательно скрывала внутренние разногласия. Только через четверть века, когда почти никого из участников полемики уже не было в живых, удалось проникнуть в ту атмосферу, в которой приготовлялся проект программы. Стала известна та большая и нервная борьба, которую выдержал Владимир Ильич, отстаивая перед Плехановым свои взгляды и уступая ему в интересах единства, когда не было иного выхода. Как вспомнила Анна Ильинична, Владимир Ильич видел, что к массам, а это для него главное, идти с таким проектом нельзя.
ибо им надо говорить понятным, боевым, чеканным языком, особенно от лица боевой политической партии. С характерной для нее широтой ума и таланта Анна Ильинична, тщательно проанализировав частные расхождения, поднимается до обобщения образа Владимира Ильича. Нарисованный ее рукой, он и поныне остается одним из самых проникновенных в нашей Ленине Ане. Если взять для сравнения музыкальные инструменты, писала она, то Плеханов стремился все время переложить аккорды программы «Русская» с Д партии на более утонченный струнный инструмент, а Ленин, как барабанщик, идущий во главе боевого отряда, страстно протестовал против этих попыток. Пусть более грубые звуки, но зато более яркие, боевые и понятные широким массам. Ему указывают на диссонансы, удивляются его упорству в нежелании исправить их, а он досадливо отмахивается и как бы хочет сказать: «Ах, пустяки какие! Да неужели вы не видите, что так за нами гораздо большие массы идут?» Анна Ильинична приехала за границу вскоре вслед за Владимиром Ильичем. Как хорошо, что так случилось. В те трудные для него месяцы ему было так необходимо чувствовать рядом с собой близкого, понимающего друга. Разделявшая с ним всю его жизнь Надежда Константиновна томилась тогда в далекой уфимской ссылке. За границей Анна Ильинична провела 2 года, с середины 1900 до середины 1902 года. На ее глазах рождалась искра. Она принимала участие в подготовке ее первых номеров, делала любую, пусть самую, казалось, скучную работу. Было очень важно сплотить вокруг искры российских социал-демократов, находившихся за границей в революционной эмиграции. С целью этой в Лейпциге, Берлине, Лондоне, Париже, Женеве и в других больших городах были созданы группы содействия «Искре». Анна Ильинична сначала работала в парижской группе, затем в берлинской. Тайная агентура русской политической охранки за границей, работавшая в тесном контакте с немецкой полицией, взяла ее под неусыпное наблюдение. В полицейских архивах сохранились систематически повторяющиеся донесения агентов внутреннего и наружного наблюдения. С 24 сентября по 12 октября прожила в Берлине, откуда выехала в Прагу. 2 мая возвратилась в Берлин. 29 июня выехала на остров Рюген. В декабре квартирная хозяйка, у которой Анна Ильинична снимала комнату, отказала Елизаровой в квартире и сделала заявление полиции, что Анна Ильинична Елизарова вела подозрительный образ жизни, принимала разных лиц до поздней ночи. Легко представить себе, что за птица была эта самая квартирная хозяйка. Дело дошло до того, что она пускала агентов полиции в комнату Анны Ильиничны, когда той не было дома, и они рылись в ее вещах. Под конец пребывания за границей, писала потом Анна Ильинична, я подвергалась сильной слежке немецких и русских шпионов и должна была уехать из Берлина в деревню под Дрезденом. В таких условиях Анна Ильинична жила, работала, писала статьи и корреспонденции в «Искру» и «Зарю». Занималась в библиотеках и в то же время старалась взять как можно больше от заграничной жизни, набраться впечатлений, отшлифовать столь необходимые для нее переводчицы знания иностранных языков. Часть времени она прожила в Швейцарии, часть в Мюнхене, затем в Париже. Много путешествовала, пользовалась при этом по преимуществу
Поездами местного назначения так было дешевле, да и давало возможность больше увидеть и познакомиться со спутниками по купе, поговорить об их жизни. По возвращении в Россию Анна Ильинична работала в Москве, была агентом «Искры». Несмотря на полицейскую слежку и постоянные обыски, благополучно продержалась около 1,5 лет. В этом ей помогли уже выработавшиеся за годы подполья конспиративные навыки, а также знаменитый столик, стоявший в ее квартире. Столик этот, как рассказывает Анна Ильинична, был изготовлен в 1900 году. Первоначальная идея его принадлежала Владимиру Ильичу. Еще осенью 1893 года, в самом начале нелегальной работы, Владимир Ильич пришел к выводу, что каждый подпольщик должен иметь у себя тайник для нелегальной литературы. Например, говорил он, круглый стол с выдолбленной ножкой. Позже такой столик Владимир Ильич заказывал через рабочих, состоявших в союзе борьбы за освобождение рабочего класса. Его единственная толстая ножка была полая. Она заканчивалась отверстием, в которое была ввинчена точеная пуговица. Отвернув пуговицу, можно было засунуть в ножку довольно большой сверток. Первый свой экзамен столик выдержал в ночь ареста Владимира Ильича 9 декабря 1895 года. Полиция не проникла в его тайну, и ничего нелегального у Владимира Ильича поэтому взято не было. После того, как Владимира Ильича увезли в тюрьму, Надежда Константиновна забрала столик к себе. Во время ее ареста столик снова оправдал себя. Потом мать Надежды Константиновны перевезла его к Анне Ильиничне и там, отвинтив пуговицу, извлекла объяснение к программе социал-демократической партии, которое Владимир Ильич прислал из тюрьмы, переписав его молоком между книжных строк. Надежда Константиновна к моменту своего ареста не успела расшифровать и переписать до конца это объяснение. Работу продолжала Анна Ильинична. Каждой ночью она укладывала в ножку у стола результаты своей работы. Так поступила Анна Ильинична и с последним свертком переписанного. Но тут ей сообщили о начавшихся в Петербурге арестах. Она успела все передать по адресу, и они с Марией Александровной уехали в Москву, бросив столик. Правда, он уже дал трещину от частого пользования, но утрата его переживалась как утрата старого друга. Надо было делать новые, и Марк Тимофеевич Елизаров придумал улучшенную конструкцию, устроив тайник в шахматном столике. Его не надо было каждый раз переворачивать, как в первые. Достаточно было выдвинуть один ящичек. Дело шло при этом так быстро, что иногда они запрятывали нелегальные материалы уже после ночного звонка, оповещавшего об очередном обыске. Но обычно все запрятывалось еще до прихода полиции, и в потайном ящике постоянно что-нибудь дохранилось. Этот столик исколесил вместе с семьей Ульяновых и Елизаровых почти всю Россию. Побывал в Самаре, в Киеве, Петербурге, Саратове, Вологде, снова в Петербурге, снова в Москве. С 1901 года, когда были арестованы Марк Тимофеевич и Мария Ильинична, и до февраля 1917 года, когда в канун революции была арестована Анна Ильинична, ни разу, ни при одном обыске, которому подвергалась семья Ульяновых, столик не выдавал себя. В августе 1902 года Анна Ильинична после третьей заграничной поездки вернулась в Россию. По тщательности обыска, произведенного при
переезде границы было видно, что за ней установлено особо строгое наблюдение. Марк Тимофеевич к этому времени, после очередного ареста, в марте 1901 года был выслан в Сызрань под гласный надзор полиции. Работы он там найти не мог. Сызранские жандармы в своих рапортах писали о нем, что он живо интересуется всеми движениями среди учащейся молодежи, ярый защитник всех ее увлечений и убеждений, противник правительственных распоряжений, клонящихся к ограничению или стеснению в чем-либо прав учащихся. По слухам, находится в постоянных сношениях с кружками молодежи, а это означало, что работу ему не найти и впредь. Обдумав все, Марк Тимофеевич решил перебраться подальше от неусыпного жандармского ока в Сибирь, поселился в Томске, куда и приехала к нему Анна Ильинична. Они сразу наладили связь с местной Искровской организацией, нашли каналы для пересылки корреспонденции и получения свежих номеров «Искры». И также сразу были взяты под пристальный надзор полиции. И пошли доносы, что Марк Елизаров вращается исключительно среди неблагонадежных. Нет, в Томске задерживаться было нельзя. Поехали они дальше на восток, на дальние, затем в Порт-Артур, где Марк Тимофеевич стал работать в управлении Восточно-Китайской железной дороги. А в сентябре 1003 года, когда кончился срок пребывания под гласным надзором полиции, Марк Тимофеевич уехал в Японию, оттуда на океанском пароходе вокруг Африки и Марсель. Анна Ильинична вернулась с Дальнего Востока в Центральную Россию. Сперва в Самару, где жила Мария Александровна, потом вместе с матерью в Киев. Внешне этот переезд выглядел как чисто семейное дело. В Киеве жил в то время Дмитрий Ильич, работавший в больнице. Естественно, к нему приехали мать и сестры. На деле причины этого переезда были отнюдь не семейные. Туда, в Киев, тогда перебазировалось русское бюро Центрального комитета партии, работа которого велась особо конспиративно. Первым из семьи Ульяновых приехал в Киев Дмитрий Ильич. Приехал сразу же после второго съезда партии. Затем прибыла Мария Ильинична, а потом и Анна Ильинична с матерью. Легко представить себе, сколько было говорено и переговорено при встрече. Как расспрашивали они Дмитрия Ильича о Владимире Ильиче, о борьбе на втором съезде, о расколе в партии, о перспективах дальнейшей борьбы. Воодушевленные решениями съезда сестры и брат Ульяновы с присущей им энергией включились в нелегальную партийную работу, направленную на усиление связей бюро ЦК с местными партийными организациями. Но, как говаривали тогда в революционных кругах, человек предполагает, а жандарм располагает. Поработать в Киеве Ульяновым довелось совсем недолго, около 3 месяцев. В самый канун 1904 года в Киеве прокатилась волна арестов и обысков. Здесь страшный провал. Писала из Киева в Петербург Эссен. В четверг, 1 января, произведено 600 обысков и арестовано 167 человек. Взяты Ульянов с женой, брат Ленина, его сестры. Дмитрия Ильича отвезли в крепость, где он просидел около года. Анну Ильиничну, Марию Ильиничну и жену Дмитрия Ильича, Антонину Ивановну, отправили в Лукьяновскую тюрьму. При аресте и обыске никаких улик революционной деятельности семьи Ульяновых жандармам найти не удалось. Да и всю работу Ульяновы и все их товарищи по русскому бюро ЦК и Киевскому комитету партии вели так тонко,
умно и конспиративно, а на допросах держались так умело и бесстрашно, что при всем своем старании жандармы не добрались ни до документов, ни до самой сути их революционной деятельности. Они вынуждены были отказаться от устройства судебного процесса, который по жандармскому плану привел бы к суровому приговору. Около полугода Анна Ильинична просидела в Лукьяновке, а за тюремной стеной жила заботившая обо всех Мария Александровна. Трудовой день Анны Ильиничны в тюрьме обычно начинался и кончался с заботами о товарищах по заключению, с которыми она делилась последним, пишет в своих воспоминаниях Антонина Ивановна. Сидя в тюрьме, Анна Ильинична продолжала дело установления и укрепления связей между товарищами, находившимися на воле, информировала их о положении дел, часто нагружала свою мать тюремными поручениями, которые Мария Александровна выполняла с исключительной аккуратностью и быстротой, ловкостью Марии Александровны, когда она получала и прятала записки в присутствии жандарма, была изумительная. По одному Ульяновых выпускали из тюрьмы. Черед Анны Ильиничны настал в июне 1904 года. Марк Тимофеевич к этому времени работал в управлении Николаевской железной дороги, правление которой находилось в Петербурге, поскольку Анне Ильиничне, находившейся под надзором полиции, было отказано в праве жительства в столице. Они поселились в поселке Саблина, получаси езды от Петербурга. Вскоре к ним приехали Мария Александровна и Мария Ильинична. Это было уже в конце 1904 года, незадолго до великих событий, потрясших Россию. Месяц за месяцем все выше подымалась волна стачечной борьбы. Все чаще стачки перерастали из чисто экономических в политические, все шире и массовее становился размах движения. Но в Петербурге происходило нечто странное. Появилась фигура до того никому неведомого попа Гапона. Анна Ильинична, как и все петербургские большевики, считала подозрительной и темной личностью этого странного попа, причастного к зубатовщине, но, узнав о его огромном электризующем влиянии на массы, решила составить себе о нем непосредственное впечатление. Вечером 8 января Анна Ильинична поехала в Петербург и отправилась за Нарвскую заставу, где гапоновцы особенно широко развернули свою деятельность. У ворот Большого двора, ведущего к отделению Союза, она увидела объявление, что 9 января, в воскресенье, будет происходить шествие с петицией. Поблизости прохаживался городовой. Объявление он не срывал. Двор был полон рабочих. Настроение было торжественное, даже праздничное. У Анны Ильиничны защемило сердце. «Вас к царю не пустят», — пыталась она доказать рабочим. «Все кончится арестами и нагайками». Но ее доводы разбивались как о стену. Анна Ильинична ушла с тяжелым чувством, полная тревоги за то, что будет завтра. В Петербургском комитете партии она узнала, что большевики решили участвовать в шествии и быть с народом, разделив его судьбу. Поздним вечером возвращалась Анна Ильинична к друзьям, у которых остановилась. Ночь была тихая, тревожная. На всех мостах и переходах по льду через Неву стояли воинские пикеты, горели костры, дымились походные кухни. Солдаты были возбуждены, им дан был приказ стрелять по сигнальному рожку. Над крышами домов плыла огромная кроваво-красная луна. Петербург не спал, ждали утра. Верующие молились, обращая свои молитвы к Богу, к царю, к батюшке Гапону. Анна Ильинична не сомкнула всю ночь глаз.
Едва забрезжил слабый зимний рассвет, побежала туда, где собиралась процессия петербургской стороны. Повсюду по углам уже выстроилась войска в полном боевом снаряжении. Мне довелось слышать воспоминания Анны Ильиничны, выступавшей на собрании, посвященное 15-летию Кровавого воскресенья. «Столько лет прошло, много видела я страшного», — сказала она. «Это был, может, самый страшный день в моей жизни». Да, столько лет прошло, столько пережито, но и сегодня не можешь не испытывать боли и трепета, когда думаешь об этом дне, когда читаешь рассказы тех, кто был тогда на улицах Петербурга. Видишь охваченную слепым экстазом толпу, матерей с грудными детьми, сверкающие на солнце иконы, весело прыгающих ребятишек, истовые лица взрослых, поблескивающие казачьи пики, слышишь пение «Отче наш» и «Боже, царя храни», сигнал рожка, первые сухие залпы. «Это, наверное, холостые», — воскликнула Анна Ильинична, которая не могла представить себе, что эти легкие звуки были началом расстрела безоружных людей. «Какое холостые!» — крикнула бежавшая женщина. Подле меня один упал, а у другого рука весь в крови. Все же ряды шествия продолжали двигаться, но послышались новые залпы. Толпа шарахнулась, проклиная, взывая о мщении. Повсюду в городе шла стрельба. Рабочие в порыве отчаяния рвали на себе пиджаки и рубахи и с открытой грудью шли на штыки. Молча падали, когда солдаты открывали огонь, снова поднимались и пробивались дальше к Зимнему дворцу, где их ждали новые залпы. Снег был усеян убитыми и ранеными, и среди них много детей, сбитых пулями с деревьев, на которые они забрались, чтобы поглядеть на царя. На Дворцовой площади была масса войск, пехоты и конницы. Дворец был окружен пушками, казаки с саблями наголо, пиками наперевес налетали на безоружных людей. «Мне как-то не поверилось, — говорит Анна Ильинична, — когда я прочла об этом впервые, но это подтверждают многие очевидцы, как бы довершение фантастической картины, который представлял собой восставший Петербург. На затянутом белесоватой мглой небе мутно-красное солнце дважды отразилось в облаках, и казалось, что в небе плывут 3 солнца. Потом засветилась небывалая в это время года яркая зимняя радуга, а когда она потускнела и скрылась, поднялась снежная буря, в которой продолжали греметь ружейные залпы. До поздней ночи улицы были полны, электричество не горело, лишь подожженные газетные киоски оранжево-красными пламенем освещали Невский. Народ двигался порывисто, угрюмо, в темноте раздавались выкрики, слышались восклицания «У нас нет больше царя! Долой царя! Долой самодержавие!» К вечеру в рабочих районах стали строить баррикады. «Величайшие исторические события происходят в России», писал Ленин по поводу событий 9 января. Пролетариат восстал против царизма и обращался со страстным призывом: «Да здравствует революция! Да здравствует восставший пролетариат!» Отныне главной задачей партии стали организации масс и подготовка вооруженного восстания. Анна Ильинична почти все время проводила в Петербурге. Она ведала всем финансовым хозяйством Петербургского комитета партии. Для революционной работы и выпуска нелегальной литературы нужны были деньги. Надо было иметь деньги, и для того, чтобы хоть как-то обеспечить жизнь работников партии, перешедших на нелегальное положение, они были предельно скромными и берегли каждую партийную копейку, но без помощи партии не могли бы существовать. Финансовая работа Анны Ильиничны состояла не столько в учете расходуемых сумм, сколько в добыче средств и путем сборов
и устройством концертов и продажей партийной литературы. К этому надо было добавить еще и лежавшую на ней транспортировку по нелегальным каналам партийной литературы, в частности, большевистских газет «Вперед» и «Пролетарий». И при этом она умудрялась найти время и силы для перевода революционных изданий, рассчитанных на широкий круг читателей. Осенью 1905 года из-за границы приехал Владимир Ильич. Тут появились и новые заботы, и новые дела. Теперь Анна Ильинична еще теснее связалась с большевистской печатью и вошла в редакцию издательства «Вперед». И тогда же осенью большое место в ее работе в жизни заняли дела, связанные с революционной деятельностью Марка Тимофеевича Елизарова. В 1906 году, когда правительство, подавив декабрьское вооруженное восстание, перешло в наступление по всему фронту, Марк Тимофеевич был арестован. После трехмесячного заключения он был выслан из Петербурга. Запрещением служить на железнодорожных дорогах он выбрал местом ссылки Сызрань. Положение Анны Ильиничны весьма трудное. Марк Тимофеевич всегда был опорой семьи, а сейчас его не было. Братья и сестры целиком поглощены революционной работой. Вместе с нею была мать, нуждавшаяся в уходе и внимании. Все бремя семейных забот легло на ее плечи. Но как ни трудно ей было, она не прекратила свою революционную деятельность. Важнейшим партийным делом Анны Ильиничны на ряд лет становится забота об издании работ Владимира Ильича Ленина. В хранящихся в архиве ее письмах к Владимиру Ильичу она рассказывает о том, как ходила по поводу издания книги «Материализм» и «Эмпириокритизм» в издательство «Знания» к Пятницкому, рекомендует отдать книгу в это издательство. Грустит, что Владимир Ильич, к которому она ездила за границу, плохо выглядит, хочет послать ему денег. «Книгу твою я читаю», — пишет она 2 месяца спустя. Чем дальше, тем она интереснее. Она скрупулезно занимается изданием книги, ведет переговоры с издательствами, тщательно пересматривает корректуру, посылает Владимиру Ильичу гранки, верстку и чистые листы. Одновременно следит за изданием сборника «Памяти Маркса», который вышел в 1908 году и для которого Владимир Ильич дал статью «Марксизм и ревизионизм» в издательстве «Зерно», во главе которого стоял старый большевик М. Кедров. С ее помощью был подготовлен 3-томник работ Ленина. Удалось выпустить лишь 1-й том, который тотчас был конфискован, и 1-ю часть 2-го. Но часть тиража Кедров спас от уничтожения, и книга распространилась. Семья Ульяновых переживала большие материальные затруднения. К тому же все болели. Тревожила судьба Владимира Ильича. Летом 1907 года Анна Ильинична побывала у него в Финляндии. Он тогда словно бы отдохнул и несколько отошел после тяжелых месяцев поражения революции 1905-1907 годов. Но к зиме обстановка стала тревожной. Ему пришлось покинуть Финляндию, чтобы спастись от неминуемого ареста. Вместе с Надеждой Константиновной Владимир Ильич поселился в Женеве, потом переехал в Париж. За эти годы Анна Ильинична не раз ездила за границу к Владимиру Ильичу. Поездки эти были связаны с партийными делами и с изданием книг Владимира Ильича. По его же поручению Анна Ильинична ездила за границу, чтобы разыскать партийные документы. Женевскую корзину упорно разыскивала и разбирала партийные архивы. День за днем, год за годом, сколько нескончаемых переездов с квартиры на квартиру, из города в город. Атмосфера бесконечных волнений за каждого члена семьи. В
1910 году семья Елизаровых-Ульяновых переезжает в Саратов. Полиция приставила к семье Ульяновых специального шпика. В ночь с 7 на 8 мая 1912 года сестры Ульяновы, а также ряд работников Саратовской партийной организации были арестованы. Снова для Марии Александровны начались передачи, хождение на свидания, хлопоты в жандарском управлении. Письма сестер из тюрьмы полны оптимизма. Тюремная администрация эти письма перлюстрировала, подвергала проверке химическими реактивами. В руки Марии Александровны они приходили перекрещенные по диагонали двумя желтыми полосами, пахнущие чем-то острым. Примерно за год до начала Первой мировой войны семья Елизаровых после всяческих передряг, арестов и высылок поселилась в Петербурге. Мария Ильинична в это время отбыла ссылку в Вологде. Дмитрий Ильич работал врачом под Москвой. То было время, когда особенно велика стала роль легальной большевистской печати. Анна Ильинична, жаловавшаяся до переезда в Питер на то, что она совсем избельдельничалась, с головой ушла в работу в «Правде», в издательстве и теоретическом журнале «Просвещение». Вспоминая 1,5 лет спустя эти годы революционного подъема, Анна Ильинична писала: «То, что «Просвещение» выходило в живое и горячее время эпохи «Звезды» и «Правды», как их тесный идейный соратник, но в более научной области, то, что нам удавалось проводить взгляды Ильича в его статьях и статьях его последователей. Наконец, то, что мы завоевывали все больше интереса и симпатий со стороны товарищей рабочих, от которых, как и от товарищей в ссылке, нам посылало все больше статей, стихотворений и рассказов». Все это в памяти каждого участника редакционной коллегии отпечатлело это время, как самое радостное, бодрое и полное прелести весеннее время. Было еще одно дело, которому Анна Ильинична отдавала большую часть своей щедрой души – работа среди женщин. По ее предложению в «Правде» была создана специальная страница, где помещались статьи о положении работниц, а также присланные самыми работницами заметки, стихи и песни об их тяжелой доле. Но материала было так много, работа развертывалась так успешно, что одной только страницы в «Правде» стало не хватать. Так возникла мысль об издании предназначенного для женщин журнала «Работница». Ленин поддержал эту идею. Была создана редакционная коллегия, в которую вошли Надежда Крупская, И.Ф. Арманд, Елизарова, Размирович, Николаева, Самойлова и другие товарищи, жившие в России или в революционной эмиграции. Одним из членов редакционной коллегии журнала «Работница» была Феодосия Ильинична Драбкина, известная в партии под именем товарищ Наташа, мать автора этого очерка. 4 марта 1914 года члены редакционной коллегии журнала «Работница» собрались на Староневском, чтобы окончательно утвердить содержание первого номера. Настроение у всех было приподнятое, но в ту же ночь вся редакционная коллегия была арестована. А журнал вышел. Как же это произошло? Кто выпустил журнал? Это была Анна Ильинична. По счастливой случайности она задержалась дома и опоздала на заседание редакционной коллегии. Подошла к дому, когда тюремные кареты уже увозили арестованных. Из членов редколлегии на воле осталась только Анна Ильинична, и с помощью В.Р. Минжинской она выпустила журнал. Трудно себе даже представить, как она смогла это сделать, ведь за несколько дней надо было написать заново все статьи, подготовить обложку, сдать номер в набор, прочесть корректуру, отпечатать номер в типографии и доставить тираж в рабочие районы. И все это было сделано. Сделано в неправдоподобно короткий срок.
Благодаря энергии Анны Ильиничны в руках участников собрания, посвященных женскому дню, в руках манифестантов, вышедших в этот день на улицы с требованиями политической свободы, трепетал первый номер «Работницы». Анна Ильинична оставалась членом редколлегии журнала «Работница» до тех пор, когда ему на самом деле на 7-м номере, говоря словами Анны Ильиничны, пришлось умереть насильственной смертью и возродиться лишь после нашей победоносной революции. Война повернула всю жизнь России. Повернула она и жизнь семьи Ульяновых. Нет нужды объяснять, какими опасностями грозила интернационалистическая работа в то военное время. Но Анна Ильинична взяла на себя один из наиболее опасных участков этой работы – переписку с заграничными центрами партии, в которой она подписывалась именем Джемс. Вспоминая об этом периоде своей переписки с Владимиром Ильичем, Анна Ильинична писала: «Не прекращавшаяся все время войны до ареста адресата летом 1916 года химическая переписка его Ленина с пишущей эти строки, конечно, не могла сохраниться по своему конспиративному характеру. Письма эти прогревались, оригиналы их, занимавшие иногда большое количество страниц книги, тщательно уничтожались, а переписанные в расшифрованном виде копии читались или передавались членам организации, которые, в свою очередь, по ознакомлении заботливо уничтожали их. Служба Марка Тимофеевича была связана с постоянными разъездами. Все заботы о доме, о тяжело больной матери, о мальчике горе, которого взяли на воспитание Елизаровы, лежали на Анне Ильиничне. Особенно тревожило здоровье Марии Александровны. Она очень ослабела, почти все время лежала. Летом 1916 года она умерла. А неделю спустя после ее похорон Анну Ильиничну арестовали. Снова обыск, тюрьма, железные засовы, зарешеченные оконцы под потолком, снова допросы, вещественные доказательства, очные ставки. Жена отставного колледжского секретаря Анна Ильинична Елизарова, докладывал глава петербургской охранки, по агентурным сведениям за 1915 года получила из-за границы журнал «Социал-демократ» и распространяла его среди интеллигенции. Видную роль играла среди ленинцев, входила в литературную комиссию, которая заведовала книжным магазином «Правда». В течение последних лет неоднократно наблюдалось в сношениях с членами ЦД-организации. В 1914 году поддерживала переписку с Владимиром Ульяновым и его женой Надеждой Крупской по делам партийного характера. В ночь на 21 июля у Елизаровой при обыске обнаружена одна прокламация РСДРП, 4 номера журнала «Вопросы страхования», большое число рукописей с разными пометками. Но ни одного письма Ленина, ни одной его записочки не нашли. Хорошо работала Анна Ильинична. Арест Анны Ильиничны был тяжелым ударом для партии. Устранение Джеймса, писал А.Г. Шляпникову Владимир Ильич Ленин, делает положение критическим и ставит опять на очередь вопрос об общем плане работы. Самое больное место теперь – слабость связи между нами и руководящими рабочими в России. Никакой переписки, никого кроме Джеймса, а теперь и его нет. Первоначально Анне Ильиничне грозило выселение из Петрограда, но Марк Тимофеевич пустил в ход все свои связи и, ссылаясь на ее болезнь, добился того, что ее освободили и разрешили остаться дома. Разумеется, она продолжала свою подпольную работу, и, разумеется, полиция держала ее под своим неусыпным наблюдением. Не успела пройти месяца после того, как она вернулась из тюрьмы, а в квартиру на широкой улице снова нагрянули с обыска
ничего не обнаружено не было. Но 2 месяца спустя полиция вновь явилась с обыском и на этот раз арестовала Анну Ильиничну. Февральская революция застала ее в тюрьме. Освободил ее восставший народ. И понеслась, закипела новая жизнь, жизнь после революции, взбаламученный Петроград. Митинги, собрания, восстановление партийных организаций, разгромленных в канун февраля, возобновление выхода «Правды», секретарем которой она стала. После установления советской власти Анна Ильинична избрала своим поприщем работу по охране детей. Она заведовала отделом охраны детства Народного комиссариата социального обеспечения, затем Народного комиссариата просвещения. Надежда Константиновна Крупская также после октября целиком занялась работой в Народном комиссариате просвещения. Почему же они всецело отдали себя делу народного просвещения? Мне думается, что причин тому несколько. Первая и главная из них – важность работы по народному образованию и охране детства. Революция всколыхнула широчайшие народные низы, которые на протяжении столетий были, по выражению Ленина, ограблены в смысле образования, света и знания. Теперь народ потянулся к грамотности, к знанию. Приобщение к культуре означало приобщение к революции. Работе по охране детей требовала от Анны Ильиничны неимоверного напряжения сил. Каждая буханка хлеба добывалась буквально с бою. Надо было драться также за дрова, обувь, самую нехитрую одежонку. Анной Ильиничной были подготовлены 2 декрета Совета народных комиссаров, подписанные Владимиром Ильичем Лениным, о мерах, которые должно принять, ставя своей целью охрану детей и юношества от ряда заболеваний, связанных с недоеданием. Нельзя без душевной боли читать список продуктов, которые выделялись из скудных запасов голодающим детям и кормящим матерям. Полфунта манной крупы в неделю, полфунта сахару, фунт жиров и 3 яйца в месяц. Но и это удавалось выдать далеко не всегда. Однако главное было достигнуто к детям, привлечено внимание всех советских организаций. Самые трудные, самые голодные дни наш народ отдавал детям последний кусок хлеба, последнюю вязанку дров, делал для них все возможное и все невозможное. Чтобы объединить и координировать работу по охране детства, Анна Ильинична и ряд товарищей, в том числе Луначарский и Дзержинский, предложили образовать Совет защиты детей, и он был создан в начале 1919 года. Более реальной стала помощь детям, в основе своей детям трудным, искалеченным войной и голодом, духовно сломленным больным. Налаживалась практическая организация детских консультаций, детских домов, детских колоний. В труднейших условиях того времени все это заняло огромное место в деятельности молодого советского государства. Недаром Максим Горький назвал работу по охране детства героическим трудом. Недаром восхищался он горячим чувством, с которым относились к этой работе ее руководители. И прежде всего, больше всего эти слова Алексея Максимовича должны быть отнесены к Анне Ильиничне. Между тем, самое ей в то время было очень трудно. Умер Марк Тимофеевич. Работа на посту наркома путей сообщения оказалась физически не по силам Марка Тимофеевича. По его личной просьбе он был от нее освобожден и введен в коллегию наркомата торговли и промышленности. Весной 1919 года он поехал по делам работы в Петроград, да и хотелось ему присутствовать на торжественном акте по случаю столетия Петербургского университета. Там, в Петрограде, Марк Тимофеевич заболел. Сначала предполагали, что это грипп. Его называли тогда испанской. Но оказался сыпной тиф. Анна Ильинична тотчас поехала к мужу, но как ни перехаживала, спасти его не удалось. Владимир Ильич и Мария Ильинична приехали в Петроград.
чтобы проводить Марка Тимофеевича в последний путь. Похоронили его на Волковом кладбище, на том самом Волковом кладбище, где покоились вечным сном Ольга Ильинична и Мария Александровна Ульяновы. Похоронив Марка Тимофеевича, Анна Ильинична вернулась к своей республике детей. Детей надо кормить, одевать, обувать, что, как уже говорилось, само по себе было в тогдашних условиях бесконечно трудно. Но не менее важно учить и воспитывать из них граждан нового социалистического общества. Этому Анна Ильинична уделяла огромное внимание. Много думает она об особенностях воспитания в детских домах. Всячески подчеркивает, что не должно быть казарменности, нервирующего шума, что воспитание должно происходить на основах действенного социализма, свободного мышления, полной демократизации и высокой гуманности. При этом отводит огромную роль труду, но только такому, который дает осязательные результаты, а также детскому творчеству. Колонии, пишет она, имеют гораздо большее значение, чем клубы. Коллективный труд, естественные условия, общение с природой, выработки выносливости и находчивости, общность интересов, взаимное обслуживание, труд, цемент общественности, ознакомление с жизнью окружающей среды. Все это мысли, сохраняющие свою силу и поныне. Это основа и самой передовой подлинно социалистической педагогики. Чтобы семена воспитания падали в душу ребенка, говорит Анна Ильинична, нужно, чтобы душа эта была открыта перед сеятелем. Открыть ее можно только ключом ласки и взаимного доверия, которое можно выковать лишь неподдельной любовью к детям и тесной взаимной жизнью с ними. Те педагоги, которые хотят и умеют отдать свою жизнь этому трудному и вместе с тем благородному делу, которым сами с собой поворачиваются, как подсолнечник к солнцу, расцветая улыбкой, детские головки для нас неоценимы, хотя бы они не могли представить ни одного диплома. Люди с дипломами нужны тоже, но они должны группироваться вокруг той оси, которая является педагог Божьей милостью, мать в семье, матка в улье. Таким педагогам Божьей милостью, пишет Анна Ильинична, удаются задачи, которые справедливо считаются труднейшими в области педагогики. И тут же добавляет, что опасения за судьбу таких педагогов не напрасны. Сколько таких прямо неоценимых педагогов отстраняются или не допускаются к делу воспитания из-за того, что у них нет дипломов, и заменяются людьми с дипломами, но не имеющими часто ничего, кроме диплома и опломба. Все эти раздумья относятся, конечно, не к первым шагам советской педагогики, а к временам более поздним. Ценнейшим источником для суждения о педагогических идеях Анны Ильиничны служат ее рецензии, публиковавшиеся в советских общественно-политических и литературных журналах. Придавая исключительно важное значение формированию личности годам детства, Анна Ильинична внимательно приглядывается к воспитаниям людей, в которых видит высокий образец человеческого духа и стремится обрести в их жизненной судьбе уроки, которые можно применить в воспитании миллионов советских детей. Охране детства Анна Ильинична отдала около 4 лет жизни, но дело это требовало такой немыслимой затраты всех сил, особенно в голодный 21 год, что она дошла до предела усталости, надо было менять работу. Надо было менять работу и потому, что вместе с переходом к новой экономической политике и развертыванием идеологической борьбы стала во весь рост необходимость создать историю нашей партии. Партия звала к созданию ее истории всех, кто способен работать в этой области. Естественно, Анна Ильинична оказалась в числе работников Истпарта и членом редакционной коллегии его органа журнала «Пролетарская революция». Свою работу в Истпарте Анна Ильинична начала с дела брата Александра Ильича.
Высший свой долг она видела в том, чтобы разобраться до конца в деле 1 марта 1887 года, которое даже такие знатоки русских политических процессов, как Гернет и Щеголев, считали одним из самых засекреченных в истории российского судопроизводства, а вместе с тем и увековечить в памяти потомков образ брата и его товарищей по борьбе. Много лет Анна Ильинична переписывалась с сибирскими ссыльными, осужденными по делу 1 марта 1887 года. Это дало возможность написать об Александре Ильиче и его деле довольно большой очерк в сборнике «Галерея шлиссельбургских узников», вышедших 1906 года. Но сведения, которыми она располагала, были неполными и, главное, оставались неясными причины ареста брата и его товарищей. Только теперь, после революции, получив в руки следственное дело и судебный отчет о нем, Анна Ильинична смогла разобраться в вопросах, которые мучили ее столько лет. Только теперь узнала она о мальчишеской неосторожности одного из участников организации, который навел полицию на ее след, а также о пределах, выдавших всех в первые же часы после ареста. Моя работа в Истпарте началась с апреля 1921 года, писала она. Я никогда до поля по истории или по архивам не работала, но здесь мне представлялась возможность осуществить собирание материала по делу брата Александра Ильича. Параллельно с этим она составляла сборники воспоминаний о Федосееве, Скляренко, людях, которые сыграли огромную роль в первых марксистских организациях в России. В эти сборники включены также и воспоминания самой Анны Ильиничны, которые не только выдержали самую трудную из существующих проверку временем, но звучат сегодня еще более интересно, чем тогда, когда были опубликованы впервые предельно лаконичные, написанные прекрасным русским языком, без красивой, сдержанные, не сентиментальные, они полны точных наблюдений и метких характеристик. Словно живые встают со страниц этих воспоминаний их герои, самолюбивый и застенчивый Скляренко. Он был незаконно рожденным, и на его характере, по мнению Анны Ильиничны, болезненно отразилось гадливое отношение тогдашнего общества к незаконно рожденным. И Федосеев с его искренней и чистой натурой, который те 10 лет сознательной жизни, что ему суждено было прожить, буквально не жил, а горел. В морозный январский день 1924 года на нашу партию, на наш народ, на семью Ульяновых обрушилось величайшее горе. Не стало Владимира Ильича Ленина. Хоронили Владимира Ильича в воскресенье, а в понедельник, к самому началу рабочего дня, Анна Ильинична уже сидела за своим письменным столом. Бесконечно тяжелая неделя оставила следы горя на ее лице, но была она подтянутая, собранная, как всегда. Только вместо обычной белой блузки и юбки на ней было просто черное платье с беленькими точками. Такие платья в то время носили простые русские женщины в знак траура. Отныне возникла новая, столь же дорогая для Анны Ильиничны тема, как и тема о брате Александре, история жизни ее второго брата Владимира Ильича. Вскоре Анна Ильинична написала и опубликовала воспоминания о Владимире Ильиче, и поныне эти воспоминания продолжают привлекать внимание ученых-историков и самого широкого круга читателей. Если бы не они, как много невосстановимых и невосполнимых страниц истории семьи Ульяновых было бы безвозвратно утеряно. В своей работе о Владимире Ильиче Анна Ильинична стремилась писать так, чтобы они оказались доступными и взрослым, и детям, предельно точными и правдивыми,
Сперва она даст характеристику родителям и семейной обстановке, описывает детство и отрочество Владимира Ильича, его дальнейшую жизнь, годы, в которые, как писала Анна Ильинична, складывалась и оформлялась окончательно его революционная физиономия. Рассказав о начале революционной деятельности Владимира Ильича, его аресте, ссылке в Сибирь, Анна Ильинична показывает затем, как 30-летний Владимир Ильич, вернувшись из ссылки, взялся снова вплотную за революционную работу, но уже в несравненном более широком масштабе, за ту работу, которая сплотила революционный российский пролетариат и привела его к победе. Кроме воспоминаний о Владимире Ильиче, Анна Ильинична оставила о нем два биографических очерка. Один краткий был помещен в словаре «Гранат», а другой, более полный, выпущен отдельной брошюрой. Ею написан ряд статей «Возвращение Ильича из ссылки» и «Идея искры». Третий арест Ильича, поездка в Уфу и отъезд за границу. Владимир Ильич Ленин и Самарская деревня и другие, а также несколько рецензий на книги, посвященные Ленину, подробных разборов документов, принадлежащих перу Владимиру Ильичу и опубликованных впервые. К статье «Как чуть не потухла искра» непосредственно примыкает ее заметки о письмах Ленина Горькому, о материалах по выработке программы РСДРП в 1903 году. Значительный интерес представляет статья «Профессор-оппортунист» о Ленине, посвященная книге участника Союза борьбы за освобождение рабочего класса Тахтарева. Став экономистом, Тахтарев примкнул затем к меньшевикам, но быстро отошел от практической партийной деятельности. Его книга «Рабочее движение в Петербурге» 1893-1901 года была издана в Петрограде в 1924 году. Наряду с общими воспоминаниями об этом периоде Тахтарев посвятил довольно много страниц Ленину, с которым встречался не только в Петербурге, но и позднее, в годы революционной эмиграции в Лондоне. Многое в воспоминаниях Тахтарева вызвало справедливый протест Анны Ильиничны. Об этом свидетельствует прежде всего заголовок ее статьи, опубликованной осенью того же 1924 года в журнале «Пролетарская революция». Но в то же время она внимательно подбирает каждую ценную крупицу, которую можно найти в книге Тахтарева. «Мы считаем», — пишет Анна Ильинична, определяя свое отношение к этой книге, что для истории нашей партии надо взять квинтэссенцию всех трех статей Тахтарева, не стесняя всякими его уколами из-за угла, оставив в стороне освещение, которое придает событиями и личности Ленина автор. Посмотрим на то, что потушим это освещение мы можем получить, а получить мы можем очень много биографического материала о Ленине. Так подходила Анна Ильинична к воспоминаниям о Ленине, принадлежащим его открытому политическому противнику. Тем более бережно относилась она к тому, что писали о Владимире Ильиче его соратники, люди, которые отдали партии всю свою жизнь, весь пыл своего сердца, для которых Ленин был самым дорогим, самым любимым человеком. В воспоминаниях Анну Ильиничну привлекает не риторика и не восхваление, которые, будучи назойливыми, дают обратный результат ей дороги подлинные черты подлинного образа. Пример того – ее отзыв о книге Шлехтера «Ильич, каким я его знал». В ней пишет Анна Ильинична образ Ильича. Его слова являются как бы блестками металла в больших кусках руды. Эта руда, то есть обстановка, события, тоже важны и интересны. Ее тоже надо закрепить. В ней, как в рамке, понятнее слова и проявления Ильича.
Сколь бережлива Анна Ильинична ко всему, что восстанавливает правдивый образ Ленина, столь же непримирима она в халтуре, небрежности, спекуляции его памятью, мнимым знакомством с ним, к фальши, к искажению его облике. Ее пером движет не только гнев. Главное, что она хочет сказать, это как надо писать о братьях Ульяновых, старшем и младшем, как должно рисовать революционеров, большевиков, ведь недостаточно иметь бойкое перо беллетриста, чтобы рисовать всякие образы, следует быть в уровень с образами, которые рисует, понимать стремление быть в курсе тех общественных идей, на основе которых развертывались происшествия, развивались характеры, которые берешься изображать. Так именно так писала свои работы Анна Ильинична. Большой человек, большая жизнь, прожитая на высоком накале действий и чувств, вместе с коммунистической партией, вместе с рабочим классом, вместе с Лениным, Анна Ильинична прошла славный путь, завершавшийся победой Великой Октябрьской социалистической революции. На многих фотографиях и кинокадрах мы видим Анну Ильиничну рядом с Владимиром Ильичем Лениным, Надеждой Константиновной Крупской, Марией Ильиничной Ульяновой. Вглядитесь повнимательнее в ее глаза, вы увидите живой, проницательный взгляд умного, глубокого, полного энергии человека. Присмотритесь к прекрасной линии лба, к тонкой улыбке, порой озаряющей ее лицо. И прочтите ее книги, письма, воспоминания. Вы почувствуете, что недаром с ней были так близки ее братья Александр и Владимир. Недаром она была поверенной их мысли, другом, советчиком, соратницей, товарищем в борьбе. Она была настоящей коммунисткой, настоящим человеком, достойной дочерью своей необыкновенной семьи, достойной сестрой своих великих братьев, достойным членом Коммунистической партии Советского Союза, которую Ленин по праву назвал умом, честью и совестью нашей эпохи.